Всем привет! Если хотите знать, из чего состоит ремень за $130, тогда это видео для вас. Один из подписчиков канала написал мне и попросил укоротить ремень. Ремень брендовый, цена его $130. Вот такая вот итальянская компания Andersons производит такие ремни. Ширина ремня 30 мм, толщина примерно около 3 мм. В принципе, ремень эластичный, не тянется. Что мне нужно было сделать? Пряжка здесь вшивается, поэтому пришлось срезать пряжку и сместить вот это место установки на определенное расстояние, чтобы ремень был как раз по размеру талии человека. Этот участочек, конечно же, я срезал, и стало интересно как бы посмотреть, разобраться, с чего состоит эта ременная полоса. Ну, естественно, показать вам. Это, можно так сказать, даже продолжение предыдущего видео по поводу использования кожкартона в более дорогих, ну так скажем, небюджетных изделиях. Значит, здесь полоса состоит из 3 слоев, которые склеены между собой, и торцы закрашены краской. Первый слой похож на тиснение от флотар. Толщина этой кожи верхней где-то в районе 1 мм. Вот, можно так вот видеть. Кожа эластичная, в принципе, не тянется, нормальное качество. Дальше идет кожкартон. И кожкартон здесь в толщине где-то 2-2,2 мм. Вот это основной как бы слой, который задает и толщину этого ремня, и в принципе его как бы прочность. И есть третий слой кожи, которым подклеен ремень, это внутренняя его сторона. Вот здесь вот. Это кожа козы толщиной где-то 0,5 мм. Вместе установки пряжки этот слой снят и прокрашена, вот изнаночка кожкартона прокрашена какой-то краской, скорее всего, вот такой же вот торцевой, как и окрашены торцы. То же самое, в принципе, я сделал, когда укоротил эту полосу. Тоже прокрасил изнанку кожи, изнанку кожкартона. В общем, прокрасил этой краской. И это как бы неплохая идея обработки изнаночной стороны кожи. Если у вас есть ну как бы мелкий ворс, такое кожа не лохматая, в принципе хорошо, или же срезана, или там шлифована, то есть эту поверхность можно покрывать краской для торцов и получать, может, даже как бы не идеальную ровную поверхность, но вот для каких-то внутренних отделов вполне себе отличный вариант. Но если сказать честно, то в таких изделиях смущает отсутствие прошивки по контуру. То есть вот эти слои, когда они склеены, просто закрашены краской торцы, со временем краска, она как бы вместе застегивания пряжки обычно. Вот здесь она повреждается, слазит, здесь расслаиваются эти все слои материалов, и все, как бы ремень приходит в негодность. То есть ремни из одной полосы кожи, но ременной, они прослужат, мне кажется, намного дольше и будут более надежней. Или же нужно как минимум прошивать по контуру, чтобы все это очень крепенько и надежно держалось. Отдельное внимание хочу уделить фурнитуре, которая установлена на ремень. Вот пряжка и, так скажем, запряжник, тренчик, да, который металлический, установлена рамка. Рамка, она цельная, это очень хорошо. То есть это пряжка и рамка, они не бюджетные, так скажем, то есть хорошего качества. В принципе, выполнены из проволоки на где-то 3-4 мм толщиной. Как бы качество неплохое, покрытие тоже. Вот. Есть, конечно, я бы ставил чуть поинтереснее и подороже пряжки, но в принципе к вот этим вот моментам никаких претензий нету. Теперь это все дело осталось вшить, и как бы ремень будет готов. Была просьба сохранить общую стилистику изначального изделия, так как здесь получается машинный шов. У меня машинки нету, поэтому пришлось вот эти все отверстия прокалывать тонким шилом. Не знаю, как получится шить, потому что иглы для ручного шитья, они довольно-таки толстые, и сложно будет продевать их через этот материал, но я думаю,
что-то что придумаю, как-то справлюсь. Надеюсь, было видео вам интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.